Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением, и не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. И снова любимые моменты на интервью. В этот раз Чингуку сложно было на интервью. Его прекрасные глаза никак не могли оторваться от не менее прекрасного Тэхёна. Я его прекрасно понимаю. Невозможно передать. Чингук с трудом справляется, чтобы не прикоснуться. Девятое место. Это так интимно. Обычно при разговоре смотрят в глаза, но это не про Чингука и Тэхёна. Сначала Чингук кусает свои губы, а затем Тэхён тоже. То, как их глаза спускаются вниз к губам друг друга. Почему они такие? Это слишком явно и очевидно. Танец любви Чингука и Тэхёна. Обратите внимание на этот момент. Это последовательность ярких улыбок Чингука и Тэхёна после того, как Чингук показал сердечко из пальцев Тэхёну. Это так мило. 4 года назад Тэхён опубликовал это видео. Текст песни. И я не могу остановиться, поэтому, детка, притяни меня ближе. На заднем сиденье твоего ровера, который, знаю, ты не можешь себе позволить. Укусив эту татуировку на твоем плече, я стягиваю простыни прямо с уголка. В то время бушевал коронавирус, и Тэхён показал, как можно весело проводить время вдвоем с Чингуком, конечно же, который так умело снял этот сладкий танец для нас. Восьмое место. Любовь – это показывать миру свою принадлежность. Друзья не говорят слова, которые заставят друзей почувствовать себя чем-то большим, чем просто друзья. Тэхён сказал: «Представляю своего друга Чингука». Тэхён отвечает: «Я твой друг? Представь меня нормально». 정국이를 소개합니다. 예, 친구야? 야, 이거. Тэхён сказал: «Мы не можем быть друзьями». Да, но друзья не снимают шикарную приватную виллу только для того, чтобы снять челлендж. Седьмое место. Реакция Чингука на такие горячие и сексуальные танцы Тэхёна. Он в восторге. Это настолько интимный жест.
Это так смущает. Такие влюбленные. Чингук гладит Тэхёна по голове, держит его прижатым к груди на несколько долгих секунд. Это все происходит на глазах у его родителей, школьных друзей и участников группы. Эх, самое любимое и искреннее. У Чингука в тот день не было настроения, потерянный был, и ночью на эфире вообще без настроения. Шестое место. Любовь передается взглядом. Это так мило. Песня о том, как сила любви превосходит все вещи, границы, правила, гендеры и расы, и сексуальность. Если вы посмотрите на людей прямо сейчас, которые разделены границами, не могут быть вместе, вот о чем эта песня. С самого начала в клипе были отсылки к Чингуку и Тэхёну. Глаза, фиолетовый и зеленый. Как Чингук и Тэхён при исполнении показывали друг другу особый знак. Сила любви превосходит все. Этот день был особенным. Пятое место. Тэхён такой Тэхён. Вы просто не понимаете. Тэхён просто не мог не сделать это. Это было жизненно важно и необходимо. Чингука все устраивает. Немного отвлечемся. Новый лайк от Чингука. Видео надпись. Если бы не камера, никто бы не поверил, что корова носит сапоги. Представляю, как он хихикает. Обожаю это видео. Каждый раз, как попадается, сижу, залипаю. И еще один лайк Чингука в нашу коллекцию. Standing next to you, standing next to the Сын пришел следом. Новая фото Обама с друзьями. Давайте вспомним, как Чингук угадал над именем феи Тэхёна. Пы-пы. 볼륨 좀 키울게요. 안 들립니다. 요정인데. 6 лет назад Чингук подарил нам чудесную песню «Эйфория». Это невероятно красивая и проникновенная песня, а то, как Чингук ее исполняет, это просто потрясающе. Чингук о песне. Это моя любимая песня. Я говорил об этом уже однажды. Я записывал ее в то время, когда мое состояние было не совсем стабильно. Но текст и мелодия такие красивые, она хороша. Я хочу быть верен текстам в своих песнях. У меня достаточно красочных картинок в голове, издалека виднеется море. Я действительно слышу море, когда погружаюсь в образ. Я хотел бы спеть акустическую версию в одиночестве, на берегу моря, под лиловым закатом, в сезон, когда воздух свежий, без влаги, пахнет морем и свежим ветром. Вопрос. В тексте песни говорится «Возьми меня за руки сейчас». Вы когда-нибудь протягивали руку кому-то или держали чью-то руку? Ответ Чингука. Не думаю, что я когда-либо протягивал руку первым. У меня больше воспоминаний о том, как я держал чью-то руку. Какая приятная новость!
Ресторан «Бакалари» Мексика, где снимали кухню Дженни при участии Тэхёна, был отремонтирован. При этом концепция и корейская кухня остались прежними. С этим местом связаны такие приятные воспоминания, что я скучаю по нашему стажеру Киму. Еще одни фанаты сходили в ресторан, где проходила вечеринка Чонгука. Сходили сегодня и очень довольны этим опытом. Мы получили специальный подарок от Тэхёна. Владелец подошел к нам, узнав, что мы приехали сюда из-за вечеринки Чонгука и хотим попробовать ту еду. Самым приятным сюрпризом было следующее. Он сказал, что Тэхён попросил ресторан подавать мороженое каждой армии, которая его посетит. И да, мы его получили. 4 место. Учитесь у Тэхёна. Тэхён так незаметно откинул пальцами руку парня с плеча Чонгука. Самое уютное место – это на плече своего бойфренда. Чонгуку это известно не просто так. Помните, когда Тэхён сказал: «Сначала я сказал Чонгуку, я хочу проанализировать эту песню Slow Dancing вместе». И мы записали ее дома у Чонгука. Кто бы что ни говорил, но в мире Тэхёна всегда занимает особое место мнение Чонгука. Он всегда делится своими новыми треками именно с ним в первую очередь. Бойфренды всегда ставят приоритет друг друга. Третье место – это их особая романтика. Чонгук, который ждал, пока Тэхён возьмется за его руку, и который перекладывал микрофон, чтобы полностью ухватиться за его руку. С момента посещения Тэгуй Хасоком этого ресторана прошло ровно 2 года. Момент на видео бурно обсуждался некоторыми глупцами, которые пытались нам доказать, что на видео не Чонгук. Фото Чонгука в этом костюме появились чуть позже. И, о боже мой, надо же такому случиться, это оказался Чонгук. Чонгук, крепко обнимающий и прижимающий к себе своего парня. И Тэхён, в свою очередь, просто привычно и расслабленно прилегший на грудь Чонгука. 5, 4, 3, 2, 1. Немного позже одна девушка выложила историю, где она стояла на балконе ресторана и видела, как Тэхён поцеловал Чонгука. Тогда на нее полился жесткий хейт. Многие писали, что Чонгука и Тэхёна там не было и быть не могло. Но по прошествии времени наш Хасок выложил и фото, и видео возле этого фонтана. На них видно и этот балкон, на котором стояла девушка-рассказчик. Такие крепкие объятия. Чонгук такой собственник. Второе место. Они так дополняют друг друга. Правильно Тэхён сказал Чонгуку: «Ты жить без меня не сможешь». Чонгук так его любит. Любить – это хотеть касаться. И это всегда про них. На вопрос, что значит любить, известный театральный режиссер Константин Сергеевич Станиславский ответил: хотеть касаться. Впервые услышав эту фразу, я подумала о ее красоте, но не могла осознать даже части того, что открылось мне позже.
Раньше я понимала это хотеть касаться как физическое влечение к другому человеку, но подумав побольше, я смогла вспомнить и прочувствовать это переживание значительно глубже. Оно действительно о любви. Того, кому испытываешь неодолимое желание прикоснуться. Непонятно, необъяснимо, но отчетливо ощущаемая как тяга. Любишь, значит, хочешь дотронуться до любимого человека, его ладони, его щеки, держаться за него. Замирать от ощущения этого прикосновения, полностью проникать им. В момент, когда прикасаешься к любимому человеку, как будто бы еще больше оживаешь. Это не страсть, а чувство единения, которое переживается всем своим существом. И от этого чувства внутри просыпается такая особая мягкость. Она и в теле, и в душе. Физически уходит напряжение из всей передней части тела, и особенно из области живота. Как будто в этот момент тонкие проволочки, державшие внутренний каркас напряжения, расплавляются, и тебя полностью отпускает. Сравнить это ощущение можно с расслаблением в теплой воде в ванной, когда есть опора сзади, кокон теплого пространства вокруг, и нет никакой необходимости быть даже в незначительном напряжении. Пока описывала, поняла, что это ощущение сродни пребыванию в состоянии зародыша. Вот почему так блаженно-божественно чувствовать соприкосновение с кем-то, кого чувствуешь как своего очень близкого человека, которого хочется касаться. Когда ты подлинно жив, ты любишь всем собой. Можешь определить это через себя, свои чувства и тепло, а не путем ломания головы, всякими определениями и критериями. Первое место. Тэхён сказал, что будет в браке на участнике BTS. Реакция Чунгука говорит о многом. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!